Приветствую всех на канале Моторный Лайф. В 132 километрах от Киева на юг, следуя изгибам Днепра, можно попасть в сакральную зону, о которой, скорее всего, ни вы, ни ваши знакомые и друзья почти ничего не слышали. Места эти на границе Киевской и Черкасской областей. Глухие, сказочно красивые и наполненные модной энергетикой. Дикие овраги, холмы, балки, высокие обрывистые берега. Такую пересеченную местность еще нужно поискать, и потрясающий вид на Каневское море. Его ширина здесь километров 8, аж дух захватывает. Трахтимиров – один из тех городков, в которых сохранилась атмосфера давно прошедших лет. В данном случае это память о былых подвигах отважных казаков. Трахтимиров был и остается казацкой столицей. Первое упоминание города датируется еще XII веком, однако древнейшие поселения обитали на территории Трахтимирова еще задолго до этого времени. Здесь располагались языческие святыни и культовые сооружения. Во время княжеского правления город именовался Зарубом, отсюда и название известной зарубницкой культуры. Трахтимиров часто становился полем битвы и во времена вражеских набегов на казаков, и во времена Второй мировой. Сейчас же на территории бывшего Заруба, а ныне Трахтимирова, находится заповедник, который может посетить каждый желающий. Также здесь проводилось множество археологических раскопок, которые подарили ученым внушительные результаты. Находились останки посуды, орудий труда, украшений и поселений. Одно время это была закрытая территория, охотничьи угодья. Сюда завозили большое количество животных для охоты на высшем уровне. С тех пор развелось невероятно много кабанов здесь. В таких первозданных местах и любили отдыхать сливки украинской власти. Трахтимиров – гетманская столица казачества, подарен во владение казаком польским королем Стефаном Баторием. В свое время здесь был дворец, где проходили собрания старшин и гетманов, госпиталь для раненых казаков, поселение казацкой старшины и послов иностранных государств. Когда-то здесь кипела жизнь. Отдыхали после дальних походов казацкие дружины, принимались важные общественные и политические решения. В это все трудно поверить, рассматривая окружающую пустошь, заброшенные поля и лесные чащи, где природа развивается по своим законам. Происхождение названия Трахтимиров до сих пор полностью не выяснено. Одни ученые считают, что эти земли служили сборным пунктом для гетманов, князей и других вельмож, которые съезжались сюда трактовать о мире. Другие утверждают, что это слово татарское и происходит от имени хана Трахтимир, которого якобы держали в плену в местном монастыре. Собственно, от городка или села осталось одно название, а едва заметные развалины нескольких домов окончательно поглотили зеленые заросли. А где же легендарный Трахтимиров? Часто звучит вопрос у путешественников, которые впервые сюда попали. А он и вправду здесь, под водой. Создание советской властью в 1974-1976 годах Каневского водохранилища подняло уровень воды в реке на 6 метров, которая поглотила все остатки, помилованные историей и временем. Местных жителей, которые жили еще в поселке и среди которых было немало прямых потомков казаков, отселили, а наиболее ценные и старинные вещи вывезли. По свидетельству старых людей, то, что не смогли вывезти, взрывали взрывчаткой. Часто от дайверов и любителей подводной археологии можно услышать рассказы о самых удивительных и чуть ли не мистических вещах, случающихся здесь под водой, в которые трудно вериться даже людям с хорошо развитым и закаленным воображением. Даже не верится, что на этом месте когда-то выбирали гетманов и принимали послов. Здесь сохранилось кладбище, которое обычно называют казацким,
с каменными крестами разнообразных форм, хотя большинство из них датируется XIX веком. Тогда любили копировать стиль казацких погребений. Настоящие захоронения казаков расположены ниже, там, где одиозный олигарх времен Януковича Игорь Бакай построил охотничий мини-замок. На отдых и охоту можно было прилететь на вертолете. Была даже оборудована специальная площадка. Проезд и проход для пересечных граждан закрыли. Даже местных жителей пускали по пропускам. Об этом писали в СМИ, но ситуация сохранялась долгие годы без изменений. После Евромайдана 2014 года домик сгорел. Сожгли его то ли местные жители, то ли сам хозяин по принципу «так не доставайся же ты никому». И сейчас на месте охотничьего домика в Трахтимирове можно увидеть только фундамент с торчащими из него дымоходами. Кстати, когда замок Бакая строился, вместе с бассейном и вертолетной площадкой сняли 1,5 метра грунта, где были похоронены казаки 17 века. Но никто строительство не остановил. Сюда любили приезжать на вип-охоту политики и первые лица государства. Здесь встречаются время от времени могилы с каменными крестами и старинными надписями, которые напоминают о казацком прошлом Трахтимирова. Но даже эти памятники в большинстве своем относятся к более поздним временам, XIX веку. Если побродить вокруг, то можно попытаться представить себе, как живописно было все устроено до разрушения. Но сохранилось мало что. Местность эта богата сокровищами. Не зря кладоискателей тут хоть пруд пруди. Археологи раскапывали скифские курганы и ранеславянские поселения, параллельно изучая наследие Второй мировой. Здесь кипели бои. Некоторые окопы сохранились до сих пор. В земле осталось немало военных раритетов. Рассказывают, что в начале 1990-х тут нашли целый и невредимый немецкий пулемет. Находили и золотой динарий времен Римской империи и ранее христианский крест. А еще в Трахтимирове есть неофициальный местный хозяин, переселившийся из Киева в одну из немногочисленных сохранившихся хат художник. Это жилище местного жителя и последнего обитателя села Трахтимиров Олега Георгиевича Петрика. Ярый защитник природы, живет здесь постоянно, круглый год, называет себя местным жителем и охотно общается с путешественниками. Удивительно, но прописка Олега Георгиевича по паспорту фактически несуществующее село Трахтимиров. Ведь по украинскому законодательству село существует, пока есть жильцы, хотя бы один. Его дом – настоящий музей старины. Здесь есть все – и остатки керамики, и глиняной посуды, наконечники копий, старинные оружия. Все эти вещи единственный житель Трахтимирова собирал собственноручно, отыскивая на дне многочисленных оврагов и на берегу реки Днепр. Он охотно демонстрирует коллекцию гостям. Кстати, Олег Петрик по прозвищу Скиф переехал сюда почти 30 лет назад. Он был артистом и режиссером молодого театра и очень больным человеком. Но целебный воздух Трахтимирова поставил Олега Григорьевича на ноги, и сегодня он выглядит намного моложе своих сверстников. Живет отшельник в старой хате без света и газа, а за водой отправляется к источнику за километр от дома и всегда рад гостям, которые приходят в эти места с миром. Он говорит, что в Трахтимирове людей со злыми помыслами природа наказывает, а с добрыми балует энергией. Не зря же эти места называют сакральными. Трахтимировский заповедник – одно из украинских чудес природы.
которое стоит увидеть. Невероятная энергетика этого места заряжает своей силой и величием. Трахтемиров способен поразить своей атмосферой и спокойствием, а также некой таинственностью. Эти места не оставят равнодушными тех, кому не безразлична история и состояние природы родной страны.